Итак, приступим к снятию мерок. В моем случае я буду снимать их на манекене, чтобы вам было наглядней. У меня манекен вот так размечен, чтобы было удобно видеть все линии, как правильно снимать мерки. Начнем мы с обхвата шеи. Снимаются они через точки основания шеи и через еремную впадину. Очень плотно к шее. Вот таким вот образом. А на манекене это 38, ну, я считаю, что это достаточно объемная шея. Обычно это где-то 36-37. Ну, я буду делать топ-бюстье именно на манекен, поэтому все мерки будут с манекена. 38 сантиметров. Дальше у нас идут обхваты груди. Их у нас всего будет 4, для того, чтобы максимально измерить обхват груди со всех сторон. Первый обхват это будет над грудью, обхват груди первый. Он измеряется через подмышечные впадины над грудью. Вот таким вот образом. Здесь у меня тоже отмечены даже точечки. 81. Записываем. Дальше обхват груди второй. Он также измеряется через подмышечные впадины, но фиксируя в этом месте, проходит через сосковые точки. Вот держим одной рукой и также второй. Так. Придерживаем. Конечно, не очень удобно это делать, когда нет рук, которые помогают. Вот сделаем это вот таким образом. Так, у меня это получается 97. Записываем. Ну, обхват груди третий, это наш стандартный обхват груди, который измеряем параллельно полу через сосковые точки. Параллельно. Это обязательное условие для того, чтобы чертеж был максимально точный. Вот. По моей разметочке это будет 88. Обратите внимание, у меня здесь чашки. Мы мерки снимаем обязательно с бюстгальтером. 88. Обхват груди четвертый также меряется параллельно полу, уже под грудью. У меня также есть тут разметочка, чтобы мне было удобнее вам показать. Вот таким вот образом. 74. Это как раз и помогает выбрать бюстгальтер. 74 – это обхват под грудью. Соответственно, в магазинах везде у нас размеры бюстгальтера 70-75. Вы наверняка встречали. И чашечка у нас здесь С. Продолжим дальше. У нас сейчас с вами обхват талии. Он абсолютно также горизонтально полу меряется в области талии, самой узкой части нашего торса. Здесь он у меня тоже наглядно можно увидеть. 62. Манекен обозначен размером S, но я считаю, что размер S все-таки 64-66, поэтому манекен недостаточно стандартный. Дальше мы будем мерить с вами ширину груди. Она у нас меряется от одной подмышечной впадины до другой подмышечной впадины. 31. Даже 31,5. У нас с вами неспроста так много мерок. Для того, чтобы наш чертеж был наиболее точный, нам нужно снять с каждой плоскости все сложные, несложные места нашего торса. Дальше мы измеряем ширину спины. Это аналогично переду, также от подмышечной впадины с одной стороны до противоположной стороны. 32 сантиметра. Также мы измеряем ширину плеча. Все мерки очень похожи, точнее идентичны, как мы снимаем мерки для плечевого изделия, для того, чтобы
у нас лямки располагались ровно, четко там же на плече, как и плечевое изделие. 13 сантиметров ширина плеча. Мы его измеряем от точки у основания шеи до плечевой точки. 13 сантиметров. Так. Дальше идет длина талии сзади, ДТС. Измеряется она также от точки пересечения у основания шеи с плечевым швом до талии, вертикально, перпендикулярно полу до талии, на пересечении с линией. 41,5. Записываем. Для чего нам нужно столько много мерок? Для того, чтобы наш чертеж был максимально приближен к тому, что есть вот у нас на фигуре. То есть все наши плоскости мы будем повторять максимально точно один в один. Дальше у нас идет высота талии спереди, длина талии спереди. Также от точки у основания шеи на пересечении с плечевым швом вниз перпендикулярно до талии 44,5. Очень перегибистая фигура у этого манекена, соответственно, большая разница между длиной спины и длиной переда. 44,5. Далее, высота груди, очень важный момент. Меряем обязательно в бюстгальтере все, потому что мы поднимаем грудь так, как нам хочется. И также чашку поднимем. 24,5. Высоко. Очень даже хорошо. 24,5. Высота груди. Измеряется также от точки у основания шеи на пересечении с плечевым швом и до самой выступающей точки груди, сосковой точки. Дальше у нас идет высота проймы сзади. Это для того, чтобы определять, где у нас закончится корсетная часть нашего топа. Тоже основание шеи. Мы очень много мерок снимаем от этой точки, потому что от нее идет все построение. 20 сантиметров. Сейчас объясню, как померила. 20 сантиметров. До линии, мне очень помогает разметка на манекене, вам будет немножко сложнее, до линии, там, где мы меряем ширину спины. То есть строго под проймой, это будет вот обхват вашей СГ1, вашей груди. Собственно, эта линия вам поможет померить эту мерочку. У меня получается 20 сантиметров. Дальше у нас идет высота плеча косая. Она также меряется сзади, уже от плечевой точки до пересечения центра спины с талией. 42. Это для того, чтобы нам найти, соответственно, плечевую точку у нас на чертеже. 42. Высота от талии до груди. Мы дошли до мерок, которые нам нужны именно для нашего топа. То есть все, что было ранее, это основные мерки для плечевого изделия. Нам уже не нужны чашечки здесь, я их немножко уберу. Они просто мешают вам видеть наметки, которые я здесь оставила. Чашки мне были нужны только для того, чтобы правильно обхват груди померить. Вот, высота талии от талии до груди – это то расстояние, которое у нас располагается прям строго под грудью и до талии. Мы его измеряем вот таким вот образом. 13,5 сантиметров. У вас это может быть ориентиром бюстгальтер, который одет на девушке или на вас, неважно. Вот. Здесь я отметила это вот красной пунктирной линией. 13,5. ВТГ. Высота от талии до груди. 13,5. Дальше мы уже будем мерить именно чашечку, для того, чтобы было максимально приближенно к вашей груди, к лифчику и то, что вы носите в жизни. Это будет у нас высота чашки, первая мерка. Она измеряется центрально вот между грудью, для того, чтобы измерить самое плоское место между верхом чашки и низом чашки. Соответственно, я провела здесь линию чашки. У вас это будет верхняя часть вашего бюстгальтера. Здесь я провела линию, когда у меня были одеты чашечки. И мы ее меряем от этой линии до
линии, которая проходит горизонтально под грудью. Вот эти две красные линии. То есть тут у нас как раз находится чашечка. Это у нас будет ровно высота чашки. 11 сантиметров. Потому что высота должна быть абсолютно плоская. Она не должна проходить через выступающие точки, иначе на чертеже это будет немного неверная линия. 11 сантиметров. Записываем. Дальше у нас будет ширина чашки. Ширина чашки то же самое должна быть в самом плоском месте. То есть она не проходит через грудь, а мы меряем именно саму чашку или косточки, которые на вашем лифчике. То есть уже вот эта точка соединяется с этой, и это получается именно ширина чашки. Потому что если мы будем мерить внешнюю часть, она получится длиннее. Соответственно, вы можете взять косточку. Я буду мерить это по своей чашке, которая очень подошла моему манекену. Это 16 сантиметров. Видим, да? То есть это можно и по бюстгальтеру померить, который вам подходит, можно и вот по чашкам, которые вы себе подобрали. Также можно и померить и по косточке, которая также будет здесь проходить, в которую мы будем вставлять наш бюстгальтер. 16 сантиметров. Записываем. А вот теперь дальше. Нам нужна глубина чашки. Это как раз та мерка, которая определяет именно тот объем, который нам нужно создать. Здесь вы уже можете мерить как раз ту же самую ширину, только уже по внешней стороне чашки. Вот таким образом. 20-20,5 сантиметров у меня получилось. Вот, собственно, все мерки, которые нам понадобятся до нашего построения. Мы видим, сколько у нас здесь очерченных с вами линий, для того, чтобы нам понять, сколько плоскостей имеет наше тело. Каждый сектор, который я здесь отметила, это все плоскости. И, соответственно, на чертеже нам нужно также эти все плоскости с вами отметить. И именно поэтому у нас с вами так много мерок и так много обозначений на манекене, чтобы вам было наиболее точно понятно, как же все-таки это все строится. Я уверена, что в дальнейшем вы не будете столько много мерок использовать, вы будете уже знать, какие и где у нас стандарты, и вам будет намного проще. А еще лучше сохраните эти лекала, и в дальнейшем будете им пользоваться только с радостью и без сложностей.